Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Заброшенная школа, закрытая в 2009 году. Находки до сих пор удивляют. Приятного просмотра! Эх, зима, холода. Давно никуда не выбирался я за пределы города. А вот и лаз, похоже. Краска так облупилась от времени. А вот, похоже, и сама кухня. Интересно, будет ли вода? Но воды тут, конечно, уже нету. О, смотрите, что нашел. Сколько лыж. Причем лыжи эти не современные, это старые, еще советские спортивно-беговые лыжи. Вот это да. Лыжа модель 208. Их что ли делали в Новгороде? Наверняка у кого-то из вас когда-то были как раз такие лыжи. Тут в мешке, похоже, лежат коньки. Советские коньки. Вот это находки, конечно. Причем целый мешок. Эх, отнести бы это все в музей, конечно. Хотя у них состояние. Кабинет химии. Вот это да. Все парты на местах. Таблица Менделеева. Кинолента. Правда, особо не разберешь, что тут на ней записано. И плакаты про животных. Наверное, это был не только кабинет химии, но и по совместительству кабинет биологии. Всеми нам знакомый медведь и белки. Какая бабочка красивая. Птички. Выдры, что ли? Сколько тут всего, конечно. Химикаты разные, опять же, для школьных опытов. Но кто-то их уже тут все попотрошил. Все баночки пустые. Задания для учеников по химии. Нужно было решать вот такие вот химические формулы, уравнения. Учебное пособие по биологии, похоже. Бабочка засушенная. Образцы птичьих яиц. Диафильм. Сколько тут кинолент. Причем это, похоже, даже еще и... А, нет, уже использованные, наверное, киноленты.
В общем, не знаю. Наверное, когда-то на них были учебные пособия, а проигрывали их на вот таком аппарате. Наверное, я даже и впервые такой вижу. Интересная вещь, еще бы знать и понимать, как он работает. Ломо. Собственно, вот я нашел список. Кинофильмы по биологии, по химии, диафильмы по химии. 40 фильмов разных было. И это только по химии. Вот что было на этих учебных кинолентах. И здесь это все, да, здесь это все хранилось в этих ящиках. Обалдеть. Вот это, конечно, находки. Москва на фотографии. И пластинка с латышской музыкой Яниса Озолынша. Даже не помню такого поэта. Вот это да. Образцы сосны. Чувствую, эта коробка будет интересной. Образцы пшеницы. Образцы различных растений. Вот это да. Меня всегда интересовало, почему в заброшенных школах столько всего. Всегда всяких образцов, которые можно было вживую потрогать, пощупать. А в современных школах, и в том числе в моей школе, такого и близко не было. Не просто такие места снимать, потому что от увиденного глаза просто разбегаются. Но это была кладовка учителя химии. Опять же, тут у нас химикаты самые разные стоят. Вот заспиртованный уж образец. Это уже из биологии. Черепная крышка синантропа. Продолжение полок с химией. Как я говорил в одном из своих прошлых роликов, я хотел побывать на заброшенном заводе Реахим, но позже я узнал то, что завод Реахим, он был далеко не один, их было очень много, целая сеть заводов, и конкретно тот завод, который находился у нас в Риге, его уже давно зачистили, и помещение сейчас используют как склады. И от Реахима там ничего не осталось. Хотя вот было бы интересно увидеть производство этих всех химикатов. Как это было. Модель промышленной установки получения ацетилена. Немного я в шоке, то что первый кабинет и уже так порадовал. Что ж, возможно, школа будет весьма интересной. И тут у нас занавеска, но не простая, а из кинолент.
Пушкин и Чехов. Что-то про русскую литературу. Кабинет природоведения. Интересно, так стоят парты полукругом. И опять же различные интересные предметы. На самом деле мне как-то даже неловко и стыдно, ходя по таким местам, что я не могу рассказать и не знаю, для чего это все было нужно. Но я так подозреваю, что это образцы каких-то станков для сельского хозяйства, скорее всего. Что-то, может быть, перемалывать, чтобы... Сделано в Советском Союзе. Удивительно, что все это до сих пор еще работает. Кабинет директора. Ух ты. Довольно маленький кабинет. Тут был кабинет секретаря. Ух ты. Тут, похоже, кто-то вскрывал этот сейф прямо очень старательно. Что-то искали ценное. Что мы, конечно, уже никогда не узнаем. Но вряд ли тут лежало что-то помимо документов. Учительская комната. Телевизор Таурус. Узнал благодаря вам, что такие телевизоры производили в Литве. Опять же, может быть, если еще остался, когда-нибудь посещу этот завод. Расписание уроков застыло в 2009 году. Даже список экзаменов, которые здесь проходили. Актовый зал. Какая-то интересная штука. А, это, похоже, такая крутилка. Наверное, ученики ее крутили, когда тут проходили какие-то мероприятия. И можно было выиграть один из призов. Я выбираю, кто будет пить. Никогда такого не видел. Это шторы на цепи. На самой настоящей металлической цепи, как на велосипеде. Удивительно. Причем, что интересно, то, что все шторы опускаются разом. Все три. Телефон ВЭФ. Было бы странно, если бы сейчас раздались бы гудки. А вот это не менее интересная вещь. Пластиночный проигрыватель. Радиотехника, кстати, вот это да. Но он такой довольно расхлябанный. Но все равно. Когда-то сюда ставили пластинки, и в школьном актовом зале играла музыка.
Кабинет, я так понимаю, физики. Как же здесь чисто. Учись, старайся, становись умным. И строй фундамент под ногами. И фотографии автомобилей. Новые автомобили. Но сейчас это уже, понятно, не самые новые. Но в 2009 году это были современные престижные автомобили. Единицы физических величин. Так называемая система Си, наверное. Сколько тут всего на полках? Сколько учебных образцов? Вот интересную вещь вижу. Набор радиодеталей. Учебный, конечно же. Вот такие, я знаю, некоторые радиолюбители собирают и сдают на драгметаллы. Вроде КМ-ки они называются. Опять же какой-то механизм. Перемалывать, что ли, что-то. Сюда засыпалось. Эта штука крутилась, и оно перемалывалось, что ли. Какая-то, может, крупа. Весы, к сожалению, уже не рабочие. Интересный завод Тулиновский. Тоже первый раз про такой слышу. Осторожно, нагревается. Опять же, какие-то модели, сделанные в Советском Союзе. А, вот это вот приставки. Кило, мега, гекта, нано. Учебники. Так, учебники все на латышском. А, ну это не физика, это, я так понимаю, литература. Рудольф Блауманис. 1981 год. Латышская литература. Рассказы. А вот тут уже и учебники по физике, похоже. Физика и география для 4 класса. Кто-то тут записывал какие-то конспекты, карты географические. Интересно, что в этой школе такие сдвоенные кабинеты. Кабинет биологии и химии. Кабинет географии и физики. Интересный учебник. Опять же, какой-то большой пульт управления. Вольтметры, амперметры. Чем-то напоминает электричку, место, где сидит ее водитель. Ух ты! Еще один телевизор. Крым. Такие я как-то уже встречал в деревнях.
Это ртуть, что ли? Интересно знать, что это такое. Но похоже на колбы с ртутью. Надо с такими быть крайне осторожным. Ареометры общего назначения. Вот оно что. Что интересно, тут такой электрощиток. Я так подозреваю даже, что это, возможно, был специальный учебный щиток для того, чтобы учить детей, как тут что правильно подключать. Кабинет музыки, похоже. Эх, отреставрировать бы эти барабаны. Могли бы еще служить. Тут еще удивительно чисто внутри. Особо нету пыли, грязи. В кабинетах порядок. Кто-то из местных явно присматривает за этим местом. Может быть, даже возит сюда экскурсии. Очень хорошо, что есть такие люди, энтузиасты. Кабинет не знаю чего. Интересной конструкции парты. Наверное, еще совсем старые. Что-то похожее на соревнования и состязания по начальной военной подготовке, что ли. Тут, я так подозреваю, преподавали что-то вроде гражданской обороны. Плакаты, похожие на такие, как можно встретить в бомбоубежищах. Вот как защитить животных от ядерного удара. Вот как люди думали не только о себе, но и, так сказать, о братьях наших меньших. Подготовка фермы при угрозе нападения. Даже вот, получается, в фермах были бомбоубежища раньше вот такие. Очень ценные, интересные плакаты на самом деле. Стрельба из миномета 82-миллиметрового, что ли. Учебник по стрельбе. Вот это да. Да, в те времена учили всему в школах. Ух ты, советская газета, что ли? 60 лет Советскому Союзу, юбилей. Газета 82 года. Удивительно, что в наши дни еще такое можно встретить. Орлиная молодость флота. Родина в сердце у нас. Нашел небольшую хронику вот этих вот уроков по, так сказать, гражданской обороне тех лет. Различные спортивные состязания. Курсанты во время обеда. Стреляли из автомата Калашникова даже. Как правильно одевать противогазы. Гимн Латвии. Сигналы рук и что они означают. И диплом. Получается, с 7 утра и до 3 часов дня здесь учились ребята. 8 уроков в день было. И потом еще классный час.
И еще вечером тоже. Это, возможно, даже была как школа-интернат такая, где дети не только учились, но и проживали. Следующий кабинет. Но, к сожалению, практически пустой. Знаменательная дата. Вероятно, это был кабинет истории. Да, что-то тут. Древний Баку, советский Баку. Фотографии города Баку. Рассказы про этот город, что ли. Еще один интересный кабинет. Это кабинет географии. Карта мира. Вот это все тоже самые различные карты тут стоят. Германская Демократическая Республика. Чего тут только нету, наверное, в этой коробочке. Кабинет информатики. Парты как раз с отсеками под компьютеры. И даже 2 монитора остались. Правда, кто-то их хотел разобрать, но, видимо, понял, что ничего ценного там нету, и оставил их. Ого! Учебник по информатике. Интересно, какого года посмотреть? Потому что компьютеры массово появились не так давно. В 1985 году уже делали учебники, как пользоваться компьютерами. Обалдеть. Вот это для меня, конечно, небольшое открытие. Но помимо этого, тут есть еще, опять же, киноленты. Вроде как вот эта кинолента пустая. А вот тут вот уже хранятся фильмы. Картина «Молоко». Все тоже картина «Молоко». Картина «Земля и хлеб». Это были, судя по всему, опять же, учебные пособия, которые показывали детям про сельское хозяйство, как его правильно вести.